Ах, нитки, нитки, ниточки судьбы. Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим о Threads of Fate, игре, с которой у меня связаны не то чтобы ностальгические, но все же теплые воспоминания, а вместе с ними и один незакрытый гештальт. Так уж вышло, что эта классика золотой эпохи Square уже без малого 12 лет давлеет надо мною в недопройденном состоянии. Эх, непорядок такие знаковые вещи динамить, надо исправляться. Заодно будет повод начать игру с чистого листа. Все равно уже ни черта не помню, в чем там был замут. Правда, знаковость эту Threads of Fate обрела скорее вопреки, чем ради, что произрастало из пресловутой золотистости эпохи компании-разработчика на стыке тысячелетий. Срежиссированная профессиональным программистом Кодзи Сугимото, не имевшим до этого никакого опыта в управлении командой, и выпущенная в 99-2000 годах, когда Square устроила ковровую бомбардировку рынка сиквелами своих великих хитов, игра уже с самого рождения попала в условия, которые иначе как спартанскими не назовешь. Ну да, когда тебе, полному надежд новичку без имени и родословной, приходится идти в одном потоке с Chrono Cross, Legend of Mana, Front Mission 3 и Final Fantasy 8, то не мудрено и потеряться немного на их фоне. Тем не менее, Threads of Fate каким-то образом выжила и даже снискала немалую народную любовь, став пусть и не самым ярким, но именно тем самым знаковым событием, чем и обеспечила себе место в истории. И хоть одной этой любви оказалось недостаточно для того, чтобы игра смогла развиться в отдельный сериал, а Сугимото-сан на это явно рассчитывал, уж по крайней мере она не канула в лету и не стала очередным реликтом древности, о существовании которого знали бы только особо пытливые игровые археологи. Ну, а мы сейчас посмотрим, насколько хорошо нити судьбы сохранились за 2 десятилетия. События Threads of Fate отправляют нас в небольшую прибрежную деревушку Корона, в последнее время испытывающую в буквальном смысле наплыв всяких мутных личностей со всего света, ведомых свежими слухами о нахождении в местных руинах реликта, якобы способного исполнить любое желание. И вместе со всем этим сбродом в Корону прибывают двое наших подопечных. Паренек с темным прошлым Ру и принцесса в изгнании Минт, которым античный артефакт позарез нужен для личных целей. Первому, чтобы вернуть с того света подружку и по совместительству единственного близкого человека, а второй, чтобы отомстить обидчикам, лишившим ее права на трон, по ее же собственной вине, между прочим, и захватить весь мир. Ладно. Of course! Клянусь, эта шутка самого критика, переживет. И, как по всем заветам фильмов про Индиану Джонса, обычная с виду археологическая экспедиция быстро превращается в остросюжетный боевик, в котором ряд конкурирующих сторон, включая и наш колоритный дуэт, будут стремиться первыми завладеть древней реликвией, попутно открывая все новые ее грани, проливающие свет не только на сам реликт, но и на его легендарного создателя, давным-давно канувшего в лету вместе с сородичами. Хотя последнее касается больше сюжетной линии Ру, так как именно он, простите за каламбур, нитями судьбы связан с историей чудо-артефакта, в то время как Минт и прочие любители быстрой наживы просто, понаехали. Что, впрочем, не делает их менее значимыми для создания атмосферы приключенческой сказки. Особенно в этом плане отличился еще один яркий дуэт в лице Белль и Дюка, которым реликт необходим для того, чтобы, так скажем, залатать небольшую финансовую дыру. И если первое своим буйным нравом, часто приводящим к синякам у второго, просто скрашивает и без того замечательные сюжетные сценки, то Дюк, черпающий суперсилы из чтения комиксов и манги, доводит игру порой до какого-то абсурда. Очень веселого абсурда. Ну кто в конце концов не мечтал стать звездой? Вон Дюк все-таки стал, и ему норм. Но главный герой игры, без которого нити судьбы никогда не связались бы в узелок, это Минт. Серьезно, она крадет все шоу. Наглая, избалованная и жадная до денег рыжая стерва, кроющая матом любого и отвешивающая с ноги любому, кто ей не нравится. Такая вот наша экс-принцесса магического королевства, потерявшая трон в пользу младшей сестры за неподобающее поведение и отправившаяся в крестовый поход против всего мира.
То, что я говорю об этом сейчас, смешно вдвойне, поскольку именно ее сюжетную линию я изначально и забросил, остановившись в самом начале по причине... Ну, после сюжетки Ру чё-то как-то несерьезно. Ну да, несерьезно, но в этом-то и суть. Минт никогда и ни за что не отказывается от своей миссии раздобыть реликт любой ценой и прет напролом на ракетной тяге просто невероятного упрямства, играя на контрасте не только с более нормальным и оттого скучноватым Ру, но и с основной массой второстепенных героев, не отличающихся подобным безумием. Да и просто интересно наблюдать за злоключениями нахальной магички, в которой угадываются черты другой рыжей особы. Ну, это все, конечно, здорово, но для начала я бы хотел поговорить о том, что бросается в глаза практически сразу, стоит лишь начать погружение в этот мир. И нет, не о геймплее и даже не о том, что нам с самого начала дают на выбор одного из двух совершенно не похожих друг на друга главных героев, а о качестве постановки и операторской работы. Кодзи Сугимото, изначально решивший делать свой дебют полностью трехмерным и не использовать никакие спрайтовые ухищрения, воспользовался открывшимися возможностями полноценной 3D-сцены на полную и подошел к оформлению здешних заставок с умом и воображением. Облеты камеры, смены ракурса, из-под выподвертнутые углы обзора. В этом весь Threads of Fate. Да чего уж там, даже окошко с репликами персонажей иногда получает главную роль в этом спектакле, то улетая с экрана, то появляясь где-то там далеко, то еще как-то меняя свой привычный образ жизни. Рождающиеся в сумме сцены порой настолько миметичны, что их хоть в чистом виде можно на гифке разбирать. Вот, например, на случай важных переговоров. Другой вопрос, есть ли в игре хоть что-то, ради чего требовалось бы такое внимание к постановке? И Threads of Fate отвечает на него также не самым ортодоксальным способом. Несмотря на то, что городок Корона и его окрестности камерные да нельзя, и виртуальный оператор порой места себе найти не может, из-за чего старается особо не рыпаться. Настоящая постановочная выразительность нашла себя в участниках творящихся событий. Благодаря в целом простой мультяшной стилистике игры художники смогли наделить всех действующих лиц очень выразительными физиономиями, которые одинаково хорошо смотрятся и на общих, и на крупных планах. Я бы придрался только к отсутствию даже номинальной лицевой анимации, но разработчики так старательно пытаются отвести внимание от этого огреха, что у меня просто язык не поворачивается их за это пожурить. Ну и у того или тех, кто придумывал заставки и диалоги, просто потрясающее чувство юмора. Даже Ру, весь такой серьезный и целеустремленный, то и дело влипает в забавные казусы, а порой и вовсе становится их инициатором. А уж Минт... Минт — это вообще ядерный реактор положительной энергии, постоянно влипающий в приключения и никогда по этому поводу не унывающий. И действительно, смысл пускать сопли, когда на кону стоит мировое господство. Хоть и ее извечная тактика «поднасри ближнему своему и загробастай весь куш себе» никогда не работает по задуманному плану. Не менее интересно дела обстоят и с игровой личиной Threads of Fate. В сугубо геймплейном остатке она представляет собой экшен-адвенчуру с тонюсеньким напылением RPG и практически полным отсутствием нелинейности и простора для исследования. Даже выбор между двумя главными героями, такими разными, но такими охочими до реликта, по большей части сводится к тому, хотите ли вы играть сильным мальчиком, полагающимся на ближний бой, или хрупкой девочкой, которой больше по душе избегать прямой конфронтации и наказывать супостатов на почтительном расстоянии. Но и эта разница весьма размыта. Ру при небрежной игре все равно с большой охотой отправляется вдогонку за своей покойной подружкой, а Минт и безо всякой магии может от души втащить с вертушки, нанося вкупе с физическим и непоправимый моральный вред. Разнять персонажей по разным углам комнаты игрового процесса призваны гиммики, придающие геймплею за них больше уникальных черт. Так, Ру умеет превращаться в поверженных монстров и получать под свое управление полный ассортимент их способностей. А бестиарий в Threads of Fate по меркам небольших габаритов самой игры в принципе достаточно разнообразный. Кто-то умеет огнем дышать, кому-то преодолевать складки местности помогают пара крыльев.
а кто-то такой маленький, что без проблем пролезет в любые норы. И чтобы герой получил что-то из этого в свое распоряжение, надо сначала упокоить зверюшку, а после подобрать монетку, выпавшую из нее. Проблема только в том, что Ру как бы помнит только 4 последних побежденных монстров. И если вам нужен кто-то определенный в определенный же момент, может возникнуть небольшая заминка с беготней туда-сюда. Хорошо, что разработчики жестить не стали и расставили монстров в мире по степени надобности их способностей в конкретных ситуациях. И лишь пара секреток напомнит об обратном. Минт же вооружена магией с самого начала и не нуждается в содействии со стороны местной флоры и фауны. Причем сама система колдовства у нее реализована очень интересно. Готовое к употреблению заклинание будет зависеть от того, какой цвет магии вы выберете и с каким типом ее вывода во внешнюю среду смешаете. Красная магия плюс линейная траектория равно огненный шар, белая магия плюс рассеивание равно выстрел рассыпным залпом снарядов. Хотя, конечно, поначалу никто вам такого разнообразия не даст. Минт хоть и охочая до власти над всем миром и чего-нибудь вкусненького, но она та еще растяпа, потому к моменту своего прибытия в корону знает всего 2 магических цвета. Белый и синий, и лишь 2 способа испускать их в мир. Все остальное придется, нет, не покупать, а добывать либо посредством продвижения по сюжетной линии, либо честным нахождением в сундуках. Впрочем, шопинг в том или ином виде все равно никто не отменял. Пусть и в Threads of Fate он получился какой-то, номинальный. Магазин экипировки, например, настолько минималистичен, насколько это вообще возможно в RPG. Покупаем какое-нибудь улучшение для атаки и какое-нибудь улучшение для защиты, и смело забываем о посещении магазина на добрую четверть игры, пока тамошний ассортимент не соизволит обновиться. Когда же он обновится, повторяем процедуру. Были бы деньги, а деньги будут всегда, если не халтурить и оставлять за собой максимально кровавый след, убивая любую жизнь и нежизнь на своем пути и получая зарплату с продажи трофеев. Такой куцый набор видов экипировки связан с тем, что участникам действа практически нечего улучшать. Здоровье качается само по мере получения героями увечий, мана качается сама по мере использования заклинаний, и только лишь сила и защита будут напоминать о необходимости время от времени ходить по магазинам. Но корона, несмотря на свои крохотуличные размеры, может предложить куда больше. Например, 2 типа гостиниц, в одной из которых героев селят бесплатно за благие деяния, а вторая нужна для того, чтобы игрок мог продемонстрировать собственную финансовую независимость. Ну, не только. Благо в комнате класса люкс можно разжиться не только здоровым сном, но и особыми жетонами. А при первом посещении еще в уголку будет валяться камень грез, нужный для открытия небольшой секретки в лесу. Кстати, о жетонах. Всего их 4 типа. Бронзовые, серебряные, золотые и платиновые. И нужны они для того, чтобы была возможность продолжить игру в случае смерти. Как в аркадных автоматах, да. Но в Threads of Fate все не настолько жестко. В смысле, если обычный скучный гейм-овер откатывает в город, то использование монетки вернет вас в ту же самую локацию, где произошло роковое событие. А от ее материала будет зависеть лишь то, сколько маны вам восстановит при возрождении. А еще жетоны – хороший источник заработка. И если вы уверены в своих игровых способностях, то можете спокойно их продавать, оставляя только самые простые бронзовые на черный день. Впрочем, их же можно и покупать через пожертвования в церкви. Но я этой возможностью за всю игру ни разу не воспользовался. Другой вариант подзаработать – периодически устраивать показательные бои с Родом, странствующим кузнецом, который будет не прочь проверить на вас все новые и новые порождения своего сумрачного гения. Ну или это он подзаработает на вас, поскольку дуэли с ним – это, наверное, самое сложное, что может предложить игра. Да, поначалу Род не покажется таким уж крутым, и при должной прокачке Ру и Минт закончат бой с ним очень быстро. Однако уже к 3-му раунду он превратится в ураган, который будет гонять вас по всей арене. Блин, да у него для каждого вида оружия арсенал приемов богаче, чем у подавляющего большинства здешних боссов. А учитывая, что наши бравые охотники за реликтом не умеют ни перекатываться, ни как-либо защищаться, то все серьезные дуэли с Родом зачастую превращаются в отчаянную битву человека и лягушки. Либо вы сможете ускакать от всех его выпадов, либо пророете лицом траншею. Правда, возникает вопрос, на что еще можно тратить деньги, если они нужны только для экипировки, да и то не каждый день.
Есть в городе один ларек, где продаются улучшения для характеристик прямо в их сыром виде, как бы они ни выглядели. Разумеется, по конским ценам, но о деньгах всегда можно договориться, если иметь при себе что-то, что уважит вкусы барыги. Но дешевым это удовольствие никогда не станет, и ваших финансов даже со скидкой будет хватать на пару единичек того или иного параметра. С другой стороны, фарминг никто не отменял, и при очень, я имею в виду очень большом желании раскачать обоих героев можно за все пределы разумного. Благо, верхняя граница развития персонажей настолько далека, что практически, незримо. Я не шучу, ту же силу реально прокачать до 999 единиц. Хотя даже 60 с глаза хватит, чтобы без особых трудностей уложить финального босса. Единственная причина так перекачиваться – род, который после последнего сюжетного сражения перейдет в режим бесконечно усиливающегося супербосса. Альтернативный вариант прокачаться, или, вернее, перекачаться, получить особые условия в баре. По умолчанию там доступна только выпивка, восстанавливающая ману. Однако, если принести заведующему легендарные артефакты, коими на деле окажется обычная кухонная утварь, то он на радостях будет готовить вам блюда, перманентно повышающие характеристики. Бесплатно, но из ингредиентов, коими будут выступать определенные трофеи монстров. И хотел бы я сказать, что в игре прям-таки все замечательно. Но платформинг. Он не то чтобы кривой, но кривоватый. Коллизии у краев платформ очень любят вести себя непредсказуемо, из-за чего порой случаются какие-то странные недопрыги, когда персонаж будто бы подскальзывается и в итоге кубарем летит вниз. Да и камера иногда любит встать так, чтобы глубина вообще не ощущалась. Это было бы не так страшно, если бы разработчики о необходимости прыжков вспоминали пореже. Но нет! Они будут и вспоминать, и напоминать, и специально акцентировать внимание, чтобы вы уж точно прочувствовали здешний просчет столкновений всем нутром. Вон, авторы даже смастерили целый этап, выполненный по лекалам двухмерных платформеров. И, о боже мой, как там все плохо. Враги, скидывающие в яму. Тоненькие платформы, скидывающие в яму. Скользкие края, скидывающие в яму. И эти постоянные бадания с коллизиями и физикой прыжков. В принципе, этот уровень подразумевается быть мини-игрой, и за падение в пропасть особо не наказывает. Но душу он вытягивает с такой силой, что после его прохождения на дальнейшую игру не остается никакой положительной энергии. Но не волнуйтесь. Threads of Fate быстро восполнит вам все душевные потери за счет своей собственной души. Уж чего-чего, а ее в игре с избытком. А все благодаря сюжету и его подаче. Это далеко не самая сложная, противоречивая или неоднозначная история. Да и темы, которые она поднимает, стары как мир и также давно обсосаны всеми, кому не лень. Мол, искусственно созданная жизнь – это все равно жизнь, и ценить ее нужно как настоящую. Также через сюжет проходит тема того, где в твоих мыслях и поступках заканчивается следование некоему долгу, навязанному свыше, и начинается свобода в определении своей собственной судьбы. Игра просто добрая. Конечно, сейчас со мной может поспорить Ру, весь источник мотивации которого отнюдь недобрый, но это был чуть ли не единственный раз, когда нити доходили до кровопролития. Во главе же стола находится классическая схема под названием «Милые персонажи делают милые вещи», требующая от авторов не столько многоярусные сценарии сочинять, сколько придумывать для героев интересные ситуации и обеспечивать их хорошей постановкой. Я уж молчу о том, что в нитях нет ни одного по-настоящему злодейского злодея, принципиально не выходящего из одномерного образа безнадежной мрази. Но финальный босс не в счет, хотя ему и так экранного времени почти не уделили. Дополнительной порцией приятных впечатлений и душевного успокоения послужит в том числе и саундтрек, написанный композитором Дзюнья Накану. Может, не крупнейшей звездой на игромузыкальном небосводе, но определенно одной из самых ярких. К тому моменту, когда он попал в команду разработки нитей, он уже успел составить приличный послужной список работ, не только попав в титры нескольких аркадных игр Konami, X-Men и Asterix, например, но и приложив руку к более ранним проектам Square. Правда, в последнем случае ни один из них так и не вышел за пределами Японии. По крайней мере, официально.
Потому Threads of Fate стал для него первым интернациональным саундтреком за долгое время. Начал рассказ о саундтреке чуть ли не с основания, я не просто так. Музыка нитей – случай весьма и весьма интересный, потому как она будто бы разделена на две части. И нет, дуэт главных героев и разделение саундтрека на два диска тут ни при чем. Я говорю о стилистике в целом. Одну половину времени звучит типичная JRPG со всеми этими традиционными для жанра тибидохами и ситуационными мелодиями, а вторую звучит типичный Накану. И вот эта типичность музыканта и отсылает нас к тому недолгому периоду в Konami, за который тот успел сдружиться с Юдзи Такеноти, другой иконой игровой музыки. И не без его влияния Накану выработал свой характерный стиль, отодвинувший мелодизм в пользу, как бы сказать, фактурного подхода. Зачастую все настроение в таких треках задается базовой комбинацией из ритма, перкуссии и натянутого поверх всего этого пэда, который просто иногда меняет аккорд, создавая хоть какое-то мелодическое движение. И ведь оно работает! Леса, древние руины и прочие злачные места, озвученные таким нехитрым образом, сочетающим живое и механическое, обрели ни с чем не сравнимое очарование. А когда в потоке атмосферных переливов начинает проклевываться что-то похожее на мотив, датчик «это охренительно» метра рискует зашкалить. А что же касается традиционно JRPG-шной половины саундтрека, то Накану пытается. Не всегда успешно, правда, из-за чего получаются весьма грузные композиции, от которых быстро устаешь, однако на общую динамику качества оно влияет не сильно. Тема Mint, например, получилась весьма кукукнутой, под стать персонажу. А город Корона обзавелся, можно сказать, хрестоматийным примером синтеза живого и неживого, погружая в транс зацикленным мотивом, обтянутым перкуссией и более размашистыми движениями аккордеона. Не менее интересна и тема рода, в которой испанская гитара представлена одним рифом, размноженным на всю композицию, а все музыкальное движение происходит вокруг него. Совсем другое дело трек Ghost Temple, в котором тот самый фактурный образ мышления Накану воплотился в первозданном виде. Ох, так и до IDM недалеко. Вся композиция — это один толстенный пэд, под которым находится все остальное и который не мелодию играет, а просто модулирует весь трек в разные тональности, таща за собой остальные инструменты. Своеобразные музыкальные кульминации саундтрека я назову, во-первых, тему финального подземелья, в которой ужились и душещипательная скрипка, и безбашенное соло ударных, попеременно отдающие друг другу главную роль. А во-вторых, обе заключительные темы Ру и Mint, звучащие ярко и широко.
Разумеется, эта горстка треков далеко не все, что приглянулось конкретно мне. Но я лучше попридержу коней, дабы не превратить эту банку джема в музыкальный обзор. Вот, казалось бы, и сказочки конец. Будучи одной из поздних игр пятого поколения, Threads of Fate хорошо справилась с задачей выжать максимум из возможностей увядающего железа, но без громкого названия или рекламной подпитки, способной компенсировать оное, она довольно быстро пропала с игровых радаров, и надежды на продолжение растаяли. Тем не менее, небольшое фанатское сообщество вокруг игры все-таки сформировалось, и уж оно явно не собиралось смотреть, как их любимое произведение отправляется на свалку истории. Если продолжать разговор о музыке, что я могу поделать, оно само лезет, то стоит упомянуть додзинзи группу Psy:2Cool, выпустившую 2 альбома с аранжировками, посвященных исключительно музыке из Threads of Fate. И помните, я говорил про то, как Дзюня Накано синтезировал в своем стиле естественность и механичность. В общем, господа любители решили вжать тапку электронного звучания в пол и превратили оригинальную игровую музыку в звезду танцполов. Немного колхозную, правда. Как таковых хитов среди всего этого хардкора, транса и внезапного чиптюна я для себя не приметил, а порой у меня возникали трудности даже с опознанием исходных композиций. Тем не менее, это не отменяет наличие парочки реально годных треков. А вот второй альбом трудно назвать даже вторым альбомом, потому как добрую половину его музыкального материала составили ремастеры того, что можно было услышать в первом. В общем, эдакий первый альбом плюс. 3 года набивания шишек явно не прошли для авторов бесследно, и для второй попытки они не только собрали побольше народа, но и подошли к процессу записи более основательно. Потому даже самые скучные стучалки хорошо заходят как фоновые композиции, под которые, например, можно писать обзоры старых видеоигр. Ну и да, парочка понравившихся ремиксов превратилась в неплохую такую жменьку, чему во многом поспособствовали новички, пришедшие в альбом со свежими идеями. Разумеется, на этом музыкальное наследие нитей не заканчивается. И даже сами Square, которые к тому времени уже совокупились с Enix'ом, нашли несколько поводов вспомнить об игре. Однако все эти отсылки к классике оказались ровным слоем размазаны по альбомам-компиляциям. Хотел бы сказать многочисленным, но увы. Конец. А вот фигушки! Еще один додзинзи кооператив Easy Game Station, похоже, устал ждать каких-то подвижек со стороны компании-правообладателя и в 2003 году выпустил Duo Princess. Фанатское, продолжение Threads of Fate. Да такое, что тут не только любители, некоторые коммерческие разработчики покраснеют. История на сей раз сжалась до размера грецкого ореха и заводит древнюю Аки-мир-шарманку о распаявшихся в округе монстрах. И кому с этим разбираться? Конечно же, дуэту двух сестер Минт и Майи, которые за прошедшее между двумя играми время все-таки нашли некое подобие общего языка. А как же Ру? Спросите вы. Какой Ру? Отвечу я. Duo Princess радует уже тем, что в ней сохранилась главная фишка оригинала – 2 играбельных персонажа со своими сюжетными ветками. Но поскольку этого самого сюжета сюда насыпали чисто для выполнения норматива по использованию слов в экшен-РПГ, то от его незнания или игнорирования не станет ни лучше, ни хуже. Геймплейно же она очень походит на исы эпохи перехода в 3D, когда по трехмерной обстановке бегал и прыгал рисованный Адоль. Арсенал базовых приемов у героинь лаконичен до невозможности. Минт бьет вплотную обручами, а в прыжке отвешивает с ноги, в то время как Майя предпочитает быть от жизненных невзгод подальше и полагается на огнестрел. Впрочем, последнюю можно понять, здоровье у нее кот наплакал.
Главный увеселительный фактор Duo Princess – магия. Конечно, она потеряла комплексность своего прародителя, из-за чего смешивать цвета с типами вывода более не приходится. Тем не менее, даже имеющегося арсенала вполне достаточно для того, чтобы навести шороху. Как обычно и бывает, изначально доступны лишь самые простые волшебные пульки, и все остальное разнообразие придется находить и подбирать самостоятельно. Сами заклинания варьируются от полностью бесполезных до полностью имбовых, что так или иначе не отменяет желание задействовать их все. Благо мана восстанавливается сама по себе, стоит лишь отойти от мест боевых действий подальше, дабы немного отдохнуть. Та же Мин с помощью магии воздуха, на минуточку второй магии в игре, способна при удачном попадании аннигилировать целые армии. Приличный охват и полное игнорирование препятствий совершенно не желают компенсироваться огромным уроном, который это заклинание наносит. Черные дыры и метеориты с небес на таком фоне берут больше визуальным исполнением, а не соотношением боль в секунду. Майя — это уже совсем другой разговор. Мало того, что у нее все лишнее здоровье будто бы переплавилось в безумные запасы маны, так еще и арсенал ее магических способностей, как бы сказать цензурно, специфический. Минтовский ураган смерти в ее руках превращается в призыв огромной тыквы, которая сначала плющит всех в месте приземления, а потом вручную отправляется в полет в нужную сторону обычной атакой. В умелых руках еще один предвестник смерти для монстров. В неумелых – источник головной боли для игрока. Менее гуманные способы расправляться с враждебностью придут сначала с красной магией, отправляющей в полет медленный огненный шар, в конце своего короткого жизненного цикла превращающийся в феерию красок, а после с черной, которая сама по себе никого не атакует, но призывает на помощь спутницу, повторяющую действия Майи и не получающую урон. Если таковых призвать штуки 4 подряд, образуется заслон, через который мало кто сможет пробиться. И как же тут приятно устраивать геноцид. Каждый побежденный враг извергает из себя фонтан блестяшек, которые потом магнитом притягиваются к персонажу. И если одним метким попаданием умудриться прихлопнуть сразу нескольких монстров, то фонтан превратится в Ниагарский водопад, который зальет радугой весь экран. Но в игре все-таки есть кое-что, чем даже оригинал не мог похвастаться. Режим кооперативного прохождения на 2 игроков. Правда, сугубо оффлайновый, но эта проблема уже давно решаема программами по типу Parsec, но и тоже не без проблем. Второй контроллер игра так и не увидела, и пришлось городить еще больше костылей через Joy2Key. И на 2 игроков это и без того приятная забава просто расцветает, ведь приходится не только в одно лицо крушить и хомячить все, что крушится и хомячится, ну и про компаньона не забывать. Экран-то у обоих игроков общий, потому отсутствие слаженности приводит к тому, что все разбредаются по всем углам и не могут ничего сделать, так как каждый игрок тянет камеру на себя. Я уж молчу про то, что свитки с новыми заклинаниями на уровнях так и остались в единственном экземпляре, и приходится решать, кому какая магия достанется. И то при наличии у обоих участников действа базовой воспитанности. Разработчики заморочились настолько, что для режима на 2 игроков даже прописали уникальные реплики персонажей. Героини, будучи вместе, не просто озвучивают свои мысли в пустоту, а активно общаются в свойственной их характерам манере. Ну, если их получится понять, конечно, а то найти фанатский русский перевод на просторах сети стало очень уж сложно. Все ссылки на файлы помойки давно накрылись, а торренты померли. Впрочем, не то чтобы сюжет здесь что-то значил. Duo Princess — это не только маленькое любовное послание фанатам от фанатов. Привет Павлу Василевичу. Способное ненадолго унять тоску по знакомым персонажам, но и неплохое самостоятельное произведение, стоящее те полчаса, что уйдут у вас на полное его прохождение при ленивом темпе. Думаю, в будущем нам стоит как-нибудь занырнуть и в прочее творчество Easy Game Station. Благо, в нехватке достойных внимания работ этих ребят нельзя упрекнуть. Вот теперь-то уж точно конец. Увы, на этом история Threads of Fate обрывается окончательно. Планы Сугимото о продолжении так и остались без реализации, и надеяться нам остается лишь на современную эпоху ремейков. Может, Square Enix однажды и вспомнит, что у них в чулане покоится одно из самых выразительных и харизматичных приключений, что они успели создать во времена игрового изобилия на стыке тысячелетий. Той же серии Mana в конце концов повезло восстать из пепла, чем другие хуже. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели.
И отдельное спасибо веселому квинтету Павлу Василевичу, Александру Климову, Щепачу, DNA и Владимиру Королю за то, что они поддержали это безобразие на сервисе Boosty. С вами моя мотивация пробила потолок. Ну а пока.